Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный медовик с вишней, без раскатки коржей. Приготовим с вами медовый бисквит с вишней. Покажу вам, как очень просто и быстро приготовить сметанный крем. Приготовим медовый торт из самых доступных ингредиентов. Он готовится быстро и просто. Приготовим медовый бисквит. В емкость для взбивания выкладываем яйца. Яйца желательно использовать комнатной температуры, тогда они будут гораздо быстрее взбиваться с сахаром. К яйцам добавляем щепотку соли, всыпаем сахар и начинаем взбивать на средних оборотах миксера. Если вы достали яйца из холодильника и они холодные, можно поставить под теплую проточную воду буквально на 4-5 минут. Яйца тогда станут теплые и будут также хорошо взбиваться. Взбивать необходимо примерно 4-5 минут, но самый главный ориентир – масса должна увеличиться в объеме в 3-4 раза и посветлеть. Вот так выглядит правильно взбитая яично-сахарная масса. Добавляем мед. Мед можно использовать абсолютно любой, но я рекомендую не использовать гречаный мед. Он будет сильно перебивать вкус самого торта. Аккуратно вмешиваем мед в нашу яично-сахарную массу. Далее необходимо смешать сухие ингредиенты. Разрыхлитель мы добавляем в муку и хорошо перемешиваем. Далее добавляем муку с разрыхлителем сразу в тесто. Муку обязательно нужно предварительно просеять, это очень важно. И вмешиваем все. Можно это делать вот так силиконовой лопаткой, проворачивая снизу вверх. Очень ароматное медовое тесто готово. Тем временем я уже заранее включила духовку на 180 градусов, чтобы она нагревалась. Подготовим теперь вишню. Я буду использовать замороженную вишню, можно использовать также свежую. Достаем из нее косточки и к вишне добавляем кукурузный крахмал. Все хорошо перемешиваем. Кукурузный крахмал мы добавляем для того, чтобы при выпекании вишня не осела на дно бисквита. Если вишня у вас заморожена, не нужно ее размораживать. Вот прям замороженную посыпайте крахмалом. Форму я устелила пергаментом, диаметр формы 20 сантиметров. Теперь обратите внимание, я добавляю вишню с крахмалом в тесто. Быстро вмешиваю вот такими движениями снизу вверх. Духовка у меня уже полностью нагрета. Далее я выливаю это тесто в форму для выпекания. И форму я сразу же ставлю в духовку. То есть у нас не должно получиться так, что вы вылили тесто в форму и стоим, ждем, пока нагреется духовка. Нет, как только вы добавляете вишню в тесто, вы сразу же это тесто выливаете в форму и сразу же ставите выпекаться. Выпекается медовый бисквит при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут. Готовность необходимо проверить зубочисткой. Она должна полностью сухой выходить из бисквита. Если вы видите, что верхушечка бисквита у вас пригорает, можно накрыть фольгой. Готовый бисквит должен полностью остыть вначале в форме, а затем достаем из формы. Верхушечку, шапочку я обрезаю, но ни в коем случае не съедайте ее, она нам пригодится еще. Из нее мы приготовим крошку и будем делать посыпку для нашего медового торта. Посмотрите, какая нежнейшая текстура у медового бисквита. Он безумно ароматный, пахнет медом с вишней, очень приятный и ароматный запах. Готовый бисквит я разрезала на 2 коржа. И приготовим самый быстрый сметанный крем. В емкость выкладываем сметану. Я использую жирность 20%. Чем больше жирности используете, тем лучше. Добавляем сметану. Можно добавить немножечко ванильного сахара и перемешиваем. Оставляем на 5 минут, чтобы сахар растворился. Я ничего не взбиваю. Выкладываем первый корж и выкладываем на него несколько столовых ложек сметанного крема. Разравниваем по всему диаметру. Далее для удобства сборки торта я возьму форму, в которой выпекала бисквит. Бок формы устелила пергаментом и устанавливаю на первый корж. Это я делаю для того, чтобы сметанный крем не вытекал сбоку тортика. Далее выкладываем оставшийся крем, но еще половину оставляем, поскольку сверху тортика мы тоже будем украшать кремом. Затем я выкладываю второй медовый корж и сверху снова покрываю его сметанным кремом. В данном рецепте сметанный крем я не взбиваю, поскольку мне от него необходимо, чтобы он максимально пропитал наш бисквит.
И в данном рецепте не подойдут такие крема, как крем-чиз или крем масляный, поскольку они слишком плотные и они не пропитают медовый бисквит. И в принципе к любому медовому торту подходит сметанный крем. Это классика, можно сказать. Тортик я собрала, накрываю пищевой пленкой в контакт и отправляю в холодильник на 2 часа. Верхушку, которую я срезала, измельчаю в блендере до состояния крошки. Если у вас получилась маленькая верхушка, можно таким образом измельчить абсолютно любое печенье, и у вас также получится крошка для торта. По желанию в эту крошку можно добавить измельченные орешки. Прошло 2 часа, тортик очень хорошо уже пропитался. Снимаем пищевую пленку, снимаем форму для выпекания, пергамент и смазываем бок тортика совсем немного сметанным кремом. Это мы сделаем для того, чтобы наша крошка хорошо держалась. В середину тортика я вырезала круг диаметром 15 сантиметров из пергамента, и по диаметру всей подложки я также устанавливаю пергамент, чтобы было удобнее обсыпать крошкой и не запачкалась сама подложка. Бок тортика очень тоненьким слоем смазываю кремом, буквально 1-2 столовые ложки у нас уйдет на это. Это я делаю лишь для того, чтобы наша крошка хорошо держалась. Если вы хотите очень ровный тортик, можно с помощью ножа либо кондитерского шпателя максимально выровнять бок. И далее будем украшать наш медовый тортик бисквитной крошкой. Это можно делать с помощью силиконовой лопатки. Аккуратно набираем на силиконовую лопатку немного крошки и вот таким образом, придавливая, устанавливаем эту крошку на тортик. Либо второй вариант, просто берем руками, это и удобнее, и быстрее, просто руками посыпаем наш тортик крошкой. Напоминаю, что в эту крошку вы можете добавить немного орехов. Вы можете их сразу поместить в чашу для блендера, и когда измельчаете медовый корж, можно сразу измельчить параллельно орешки. У вас получится такая крошка с орешками. Орехи тоже хорошо гармонируют с медовым тортом. Круг из пергамента я сняла и устанавливаю ягодки. Сейчас сезон ягод, можно использовать любые. Я использую голубику и малинку. Можно декорировать абсолютно любыми ягодами, какими-то сладостями, орешками. Можно вообще просто оставить вот такой белый круг, тоже будет нарядно смотреться. И очень красиво будет украсить свежей вишней. Поскольку медовый торт у нас идет с вишней, то сверху вишня также будет очень красиво смотреться. И, конечно же, покажу вам такой тортик в разрезе. Он готовится быстро, просто из доступных ингредиентов. Всем рекомендую попробовать. Посмотрите, какой аппетитный разрез. Вишня, сметанный крем, медовый бисквит. Очень классно, вкусно. И еще очень хорошо такой торт готовить зимой. Очень часто люди на Новый год готовят медовики, но нет времени раскатывать коржи. Вот этот рецепт будет идеальным.